Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на самый эмоциональный месяц 2026 года. Это март, это гороскоп по декадам. Вы можете смотреть по Солнцу или по асценденту. Естественно, будет общая информация, и для каждой декады свои нюансы прохождения этого интересного месяца. И пока я рассказываю, кто к какой декаде относится, наливайте себе что-нибудь вкусненькое. У нас с вами будет минут 20 на этот гороскоп. Итак, если вы смотрите по Солнцу, у нас козероги первой декады, все те, кто родился в декабре, еще такие более стрельцовские, такие более позитивные, более такие активные, огненные. Если вы смотрите, вторая декада козерогов, если вы родились с 1 по 10 января, уже прям козероги-козероги. Прям приземленные, честные, четкие, понятные. Если вы родились с 11 января до знака зодиака Водолей, то вы уже третья декада, понятно, козерогов, и вы уже такие более подвижные, более активные, более постоянно ищете какой-то вариант, такой с мотивом водолейской эмоции, нацеленные на будущем, постоянно что-то менять, изобретать, что-то складывать. Нет хороших и плохих козерогов, нет такого. Есть просто то, с какими качествами мы родились, и самая основная наша задача их пристроить вот так в жизнь для того, чтобы нам было хорошо. Поэтому если вы изобретатель, изобретайте. Если вы строитель, стройте. И если вы любите что-то продавать, продавайте, учитесь, учите этому других. И здесь нет хороших и плохих, еще раз повторяюсь. Если вы смотрите по асценденту, то если ваш асцендент попал с 1 по 10 градус знака Козерог, это первая декада. И если ваш асцендент попал с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, то вы третья декада Козерога по асценденту. Ну что, готовы? У нас с вами уже движется ретроградный Меркурий, он весь период будет находиться в рыбах. Никаких страшилок вам говорить не буду. Единственное, это такой эмоциональный период. Вот этот период ретроградного Меркурия просит нас как бы договориться. Договориться там, где раньше мы не могли, боялись, нам было страшно, мы переживали, волновались. На самом-то деле благоприятный период ретроградного Меркурия. Все время будет в рыбах. Все, что в рыбах, хоть и эмоционально, но благоприятно влияет на козерогов, вытаскивает все эмоции, которые вот внутри сидят, и вы боитесь вытащить. Поэтому ретро-Меркурий ушел в свое такое движение в соединении с Венерой и в гармоничном аспекте с Ураном. То есть все разговоры, переговоры, сделки, ситуации из прошлого, связанные с работой, потому что Уран отвечает у нас и за 10-й дом в том числе, не только за будущий 11-й дом, да, за 10-й дом, это наша работа, карьера, статус, положение в обществе. Сюда же и любовные отношения, сюда же и свой кошелек, финансы. Поэтому решение вот этих вопросов в период ретроградного Меркурия с 26 февраля по 20 марта будет благоприятно влиять на вас, дорогие козероги, и первой, и второй, и третьей декады, и к 20 марта уже будет такой результат, который требует от нас, конечно, вот начать вот уже максимально вот так очень сильно резво действовать нужно вот уже в начале марта. В самом начале марта заканчивается коридор затмений, там переживания, волнения, страдания, у кого они есть. И нужно двигаться вперед, потому что там и Марс переходит в знак рыбы и соединяется с северным кармическим узлом. И к 20 марта там еще будет Меркурий. Поэтому здесь необходимы действия активные, четкие, понятные, да, где-то с хитростью, где-то с мудростью, где-то по интуиции. Да, дорогие козероги, вы сейчас скажете: Женя, вообще мы четкий знак, нам нужно вот прям, чтобы было понятно и логично. Это прекрасно, но сложность этого месяца в том, что нужно хитростью, нужно мудростью где-то вот так обходить острые углы и, да, смотреть по обстоятельствам, лавировать с другими людьми. Но и хочу сказать, что плюсик этого ретроградного Меркурия, он почти все время будет в благоприятном аспекте с Юпитером. То есть это движение вперед, это расширение масштаб вашей личности, когда мы действуем. Когда мы не действуем, у нас такой большой потенциал кипит, мы набираем лишний вес. Поэтому не набирайте лишний вес, дорогие козероги, в этом марте. Действуйте, участвуйте. Все, что связано с Юпитером, это история
поездок, переездов, командировки. Возможно, вам нужно поднять какие-то компетенции для освоения чего-то нового, работы, для заработка денег больше. Это отлично. Поэтому здесь улучшение качества жизни, захочется приобрести недвижимость для себя, для семьи, улучшить качество жизни. Опять же, кто-то захочет обзавестись ребеночком, кто-то вообще, в принципе, захочет обзавестись семьей. И это тоже хорошая история в этом марте для козерогов. Но это такой, знаете, я большой разбег рассказала для всех. Сейчас буду нюансы и каждый маленький период для каждой декады, как оно будет происходить. Вообще на месяц вот такой большой, гигантский пласт энергии, нужно его реализовать для того, чтобы быть активной и получить все, что хочется. Потому что не реализовав его с 12 по 24 марта, то есть чувствуете, как быстро нужно начинать действовать, будет такой конфликтный период. Скажется ли это на козерогах? Конечно, скажется. Поэтому здесь, дорогие, если вы не будете реализовывать, вы будете конфликтовать. Не надо это делать. Из основных событий этого месяца самое такое мощное эмоциональное — это завершается коридор затмений 3 марта. Как, кстати, у вас прошел коридор затмений? Пишите в комментариях, мне интересно, я почитаю, потому что у многих сейчас, если вы посмотрите комментарии по другим видео, прям реально такой смена, большой пласт. Многие ищут, но большинство ищут новую работу, потому что резко закрываются множество чего, меняются правила игры, и многие к этому не готовы. Козерог — тот знак зодиака, который не очень любит нестабильную историю, поэтому здесь, мои дорогие, могу вам сказать, что коридор затмений заканчивается на тех эмоциях, на которых он должен был закончиться. Четкие, понятные, честные, максимально прочувствуют вот такой всплеск энергии, конечно же, козероги первой и второй декады. Не потому что, я не знаю, какие мысли у вас бывают, да. Всплеск энергии — это четкость, понятность. Если бездействовали, то здесь безфинансовая составляющая. Если ничего не нашли для себя потрясающего, здесь такая история, которая может внутреннюю такое самооценочку немножечко задеть. Но опять же, это все только в плюс, это все только в движениях, потому что на кармических узлах, которые просят козерогов первой декады стать собой, своим истинным я, включить истинного козерога, всю свою силу, мощь, трансформацию, яркость. Здесь Юпитер потрясающе поддерживает у козерогов второй декады. Здесь Юпитер в противоположном знаке Рак говорит вам, ну, ускоряйтесь, включайте все свои компетенции, включайте все свои связи, всю коммуникацию, все, что вы только можете. То есть что-то вы еще не испробовали для достижения своей цели, то, что вы хотите, потому что желание и на размах, на масштаб у вас большой, но что вы для этого сделали? Здесь и вот такой вопрос. Включайте свое истинное я, своего истинного козерога, даже если вам всегда говорили, почему ты такой, такая, слишком жесткий, слишком не такой, как все, не такуся, да, слишком вот включайте себя, свои истинные черты характера, с которыми вам хорошо, потому что и кармические узлы, они в соединении с Солнцем, с Луной, аспект Юпитера, здесь только нужно идти вперед на своих качествах, вот только вперед, даже если вы кому-то неудобны, включайте своего руководителя, потому что у нас и дальше планеты, которые идут, понимаете, у нас и Венера соединяется с Нептуном, с Сатурном, вашим управителем в Овне, и все, дорогие. Дорогие козероги, на ближайшие 2 года Сатурн будет идти по Овну и будет максимально честно ваш же управитель двигать вас вперед. То есть это реально так, и эта история уже работает с козерогами первой декады. То есть все будет способствовать тому, чтобы вы поднялись в обществе, начали расти профессионально, к стабильным финансам, к своей недвижимости. То есть такой фундамент, на котором вы будете расти. И да, распадаться будут сейчас все какие-то иллюзорные моменты. У козерогов второй декады однозначно здесь ваше я, ваш характер. И если вы не подключите свой характер, у вас не получится. Я поэтому всегда говорю, что основные наши... Мы почему по Солнцу родились определенным знаком зодиака? Мы выбрали сами, в какое время родиться, чтобы... Посмотрите, какая погода вообще на улице вокруг в ваши дни рождения.
это вообще не радужное солнышко. То есть, естественно, нужно с закаленными чертами характера двигаться вперед. Но при всем при этом уметь давать себе время, воздух для расслабления, для отдыха, заниматься собой, своим телом, своим организмом, понимаете? Но сейчас время не для того, чтобы в желейку превратиться, а подумать по-взрослому, где-то с хитринкой, как можно обойти те сложные ситуации, которые случились, и только вперед. Козероги третьей декады. У вас, смотрите, вам еще Уран помогает. Вам помогает еще Уран с третьей декады Тельца, поэтому те козероги, кто родился, вот прям даже последние градусы близко к Водолею, последние денечки к Водолею, там 17, 18, 19 еще бывает, рождаются козероги, да, каждый год просто это разный день. Поэтому здесь смотрите, у вас еще Уран. Уран в благоприятном аспекте, даже сейчас в начале марта и первую неделю до 11 числа Уран будет в потрясающем аспекте с Венерой, с Нептуном, с Сатурном, с Плутоном. То есть здесь нужна только ваша сила и мощь трансформации подняться туда, куда вы хотите. Где-то вы себе не позволяете подняться выше, где-то вы себе говорите, что как-то вот я немножечко недостоин. Поэтому здесь, конечно же, трудный сейчас будет момент, когда у вас будут какие-то там отказы, какие-то несостыковки. Но вообще здесь нужно договариваться, потому что из третьей декады рыб здесь Меркурий ретроградный и Венера. Это договариваться и в любовных отношениях, происходить все кризисы, которые были ранее. И если сейчас они есть, вы сможете с ними справиться. Здесь нужна мудрость, здесь нужно понимать. Ну вот если мы сейчас поругаемся, что случится дальше? Мы же это уже проходили где-то так, да? Надо менять свое отношение к этому, смотреть по-другому, с другой стороны на ситуацию для того, чтобы и финансы поменялись, и в отношениях, и свое мироощущение, и для того, чтобы договориться с теми людьми, с кем раньше не получалось договариваться. Брать большие цели, мощные планы однозначно да. Будет нелегко, будет нелегко. В этом марте, простите, ни у кого легко не будет, но козероги у меня вообще молодцы, вопросов таких не задают про легкость, да. И период с 1 по 11 марта я уже говорила, что у нас Венера в соединении с Нептуном и Сатурном. Очень хороший момент для приобретения крупных покупок, недвижимости. Для таких больших, мощных событий, например, в семье. Регистрация брака в том числе, да, хорошая история, потому что и Венера с Плутоном еще в гармоничном аспекте, и с Ураном. Но сразу вам говорю, все, что вы напланируете с 1 по 11 марта, если это, например, брак, новая работа, то есть построение семьи, все вот такое большое, мощное, крупное приобретение недвижимости, то есть это будет та история, которая всегда вас будет стимулировать. То есть принятие решения, дорогие козероги, первой, второй и третьей декады, вот в этот период времени, если вы принимаете взрослое, зрелое решение, например, я хочу жениться, выйти замуж, потому что я хочу семью, потому что в одиночку мне неинтересно, наигрался, наигралась, погуляли, все хочется большого, мощного, то эта история простой и легкой не будет. То есть у вас всегда будут здесь вскрываться какие-то ваши травмы, ваши переживания. Но это вас будет двигать вперед, зарабатывать больше. Если вы берете новую должность, то она не будет легкой и простой. Возможно, вам придется опять подниматься с низов, и ваша гордыня, эго, самооценка будет вот снова так царапаться. Это неплохо. Это для того, чтобы лишний раз напомнить, что в следующий раз опускаться чревато, где-то пускать все на самотек. Понимаете, о чем я говорю? То есть очень мощные, классные решения. Не обещаю, что будет все очень быстро до 11 марта, потому что у нас Юпитер разворачивается 11 марта в ночь с 10 на 11, все зависит от полушария, в котором вы живете. И с этого начинается вот такое ускорение. Ускорение начинается очень сильно, хорошо у Козерога второй декады, и вот это ускорение юпитерианское начнется у Козерога в третьей декады май и июнь 2026 года. Поэтому кто ждет Юпитера, вот такого оптимистичного подъема, вот такого немножко полегче, да, чем энергии Сатурна, там, Урана, тогда вот это май. Но не надо ждать. Сейчас вот самый тот момент, когда вот в своих слабостях, в своих каких-то трудностях, историю вот эту вот разобраться и пойти вперед, устаканить свои финансы в том числе.
Здесь захочется тратить деньги по прихоти, или если не получится, например, какое-то такое большое вложение в недвижимость, хорошее время приобретать, например, недвижимость, либо же автомобиль, если вы давно этого хотели. Да, период ретроградного Меркурия дает нам сделать то, что мы давно планировали, давно хотели, но не получалось. Так делайте в ретроградном Меркурии то, что у вас стабильно не получалось. То есть для этого он и есть ретроградный Меркурий, вернуться назад и сделать работу над ошибками. И да, с 12 по 24 марта у нас наступает другой период, очень эмоциональный. С 12 у нас Венера начинает складываться в квадратуру с Юпитером. На кого будет влиять? На кого будет влиять? Будет влиять вообще с точки зрения козерогов на вторую декаду козерогов и на третью декаду козерогов в том числе. Поэтому здесь возможны истории с тратами по прихотям. Захочется как-то быстро получить какой-то результат, захочется ругаться в отношениях. Причем это споры и на работе могут быть из-за денег, потому что здесь Венера с Юпитером. Аспект распадается после 24 марта, поэтому рассчитывайте свои силы, терпение, умение договариваться в таких моментах. М, Уйдет аспект, пройдет желание конфликтовать, скажете, что это за наваждение, все так говорят, поэтому здесь не портите свое время, нервы, не портите свою репутацию, самое главное, потому что здесь можно прям поругаться на ровном месте, вот, потому что что-то не получилось. И на самом деле Венера еще и в таком вытекает в середине месяца в мощном аспекте с Плутоном. Опять же, повторюсь, большие цели, большие планы, большие деньги, большие сделки, но нужно потратить много сил, много своего внутреннего ресурса. И здесь, дорогие козероги, вот такая история. Это по большей части работает козерогом сейчас про большие планы, большие цели, реализацию козерогов второй и третьей декады. У козерогов первой декады без фундамента не получится, без фундамента. Сатурн в соединении с Нептуном с первой декады Овна вам светят и говорят: давай сначала фундамент, потом все остальное глобальное. Без этого будет прям сложненько. Ну и кармические узлы на оси рыбы, девы, козерогам первой декады и в середине месяца здесь уже Марс в соединении с ретроградным Меркурием и с кармическими узлами в схватке, поэтому здесь история того, что разбираемся, кто есть мы и как мы на этом движемся вперед. Основные мощные эмоциональные дни это 19-20 марта. 19 марта новолуние в Рыбах. На самом-то деле потрясающий день, и к этим дням будут стекаться вообще все эмоции, все события, все напряжения. В 19 новолуния, 20 весеннее равноденствие. Если по Гринвичу, то в 14 часов 48 минут 37 секунд Солнце переходит в первый градус Овна, и после этого периода начинают рождаться все Овны. В этом году, да, на день раньше у нас весеннее равноденствие, астрономический Новый год наступает. Всегда очень мощный, яркий день для того, чтобы начать реально очень классно по-новому. И я вам, дорогие козероги, говорю, начинайте. У козерогов первой очень хорошо будет влиять вот то, что я говорю, у козерогов первой и третьей декады. На козерогов первой декады будет как раз-таки желание приобрести недвижимость. Непростая история. Работа, новая работа, возможно, здесь отношения у вас будут, опять же, если хватит сил. Не все справляются с большим количеством аспектов. Не все могут это выстоять, хотя козероги первой декады, в принципе, рожденные в конце декабря, тоже не могу сказать, что самые простые люди в зодиаке. Поэтому здесь, если вам кажется, что вы просто такой как бы слабенький козерог, разберитесь в себе. И кармические узлы до 27 июля 2026 года будут вам всячески способствовать и притягивать ситуации, чтобы вы наконец раскрыли в себе истинного своего козерога, полюбили себя, и с благородно поднятой головой пошли вперед, понимаете, дорогие. Козероги второй декады, у вас движение на масштаб. И здесь, конечно же, как раз-таки те самые моменты договоров, переговоров, движения вперед, в масштаб вашей личности. Юпитер в потрясающем аспекте с Марсом из Рыб, который выглядывает нам, благоприятно будет на вас влиять. Ставьте большие цели, большие планы, но это должно быть, знаете, не просто такие оголделые эмоции, это должно быть подкреплено действиями. Если действий никаких нет, то, скорее всего, здесь будет глобальное разочарование.
И то есть, если здесь вот история, да, Козероги второй декады, если вы весь март ничего не делали, согласно всего того, чего вы хотите, согласно вот этому Юпитеру, который расширяет ваше эго, да, то есть если вы ничего не сделали, то к 20 марту и после, до конца месяца, здесь будет разочарование, здесь будет такой период фрустрации, желание, что все как-то оно должно было сложиться легко, а оно само не сложится, нужно договариваться, нужно биться за то, что вы хотите. Если вы запланировали переезд, надо это делать. Если вы запланировали новую работу, нужно бегать, идти, договариваться. Понимаете, о чем я говорю? Здесь истина развитие вашего потенциала, но все это зависит от вас. Просто так никто ничего не даст. Козероги третьей декады для вас на самом-то деле к концу месяца, 19-20 числу, потрясающий период и обретение новой работы, и новый проект какой-то большой, мощный. Вообще такое, знаете, начало словно новой жизни. Но опять же, я не обещаю в легкости, я не обещаю, что как-то вот оно все сложится само собой. Вы за это должны будете побегать, показать свой профессионализм. И здесь не просто профессионализм, здесь еще нужно самой понять, чего же на самом-то деле вы стоите, чего же вы хотите, ваши основные глобальные цели по жизни. Не просто в сиюминутном моменте и контексте, потому что вот этот март разворачивает весь 2026 и 2027 год. Понимаете, на 2,5 года вперед мы действуем сейчас, и какие цели, планы у вас будут. Если просто сейчас что-то такое мелкое, ну, тогда это продлится вот какой-то определенный период времени. Понимаете, о чем я говорю? А если что-то большое, то оно будет, естественно, посложнее. И хороша история сделок, еще раз повторюсь, приобретение, покупок квартиры, недвижимости, автомобиля, продажа, перепродажа. Если хочется, нравится. Но опять же будут одолевать страхи, будут одолевать сомнения всех козерогов, достойны, недостойны. Дорогие, да вы достойны. Просто нужно еще больше включить своего козерога, и тогда все точно получится. Достойны тех самых почестей, работы, карьеры, статуса, любовных отношений, которые вы хотите. Но даже любовные отношения кто-то за нас не построит. Вот так хочется, да? Особенно если вы множество лет в отношениях, и сейчас хочется как-то вот так в легкости. Ну, в легкости можно, если разорвать отношения, в какой-то период где-то там будет в легкости, но любые отношения на работе, они в личной жизни, они всегда поднимают нас на новый уровень, и там всегда глубина. На глубине легко не бывает. Вы когда-нибудь плавали на глубине? То есть вы знаете, как там нужно грести, да? На глубине, в тех самых эмоциях, да, которые вот хочется получить, да, они вот уже посложнее, там в легкости не бывает. Я, тем не менее, желаю, чтобы у вас был продуктивный месяц. Если он будет продуктивный, будет так, как вы хотите. Поэтому сделайте этот март таким, каким хотите вы, а не обстоятельством. Не плывите, как рыбы по течению. Вот, наверное, основной совет, который могу дать, потому что март располагает к такому течению, расслаблению. Нет, после этого у нас очень активный апрель, и если забегаю вперед, надо, дорогие мои, действовать. Надо, дорогие мои, действовать. Здесь вообще расслабляться нельзя. Апрель, я уже до этого говорила, что апрель будет круче, чем март, но надо сначала разобраться со своими тайными вопросиками, которые мы не хотим сами себе признаваться. Вот такой гороскоп. Будьте честны, будьте козерогами. Только так можно пройти на новый уровень в этом марте. Ну что, дорогие, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях, либо же жду на личных встречах, консультациях. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.